Всем привет из Санкт-Петербурга этим прохладным и нервным утром. Но вот если прохладу определяет погода, то нерв быстро, стремительно надвигающийся на нас короткая программа у мужчин. Смотрите прямую трансляцию в 15:30 на Первом канале. Еще раз всем привет, меня зовут Алексей Ягудин, со мной мои коллеги, призеры Олимпийских игр Евгения Медведева и Михаил Коляда. У нас с вами, по-моему, потрясающе хорошее, доброе настроение, а? Да, конечно, заряжены. Мужчины уже вторая разминка, между прочим. Мужчин вышла на тренировочный лед. Время всего 8:30, а уже первые 6 человек сделали свою работу и выполнили свой тренировочный план. Ну а мы наблюдаем за ребятами, которые будут сейчас тренировать свои короткие программы. Сказать, что нервно, это ничего не сказать, потому что все-таки мужская одиночка – это один из самых непредсказуемых видов фигурного катания. Но тем и интереснее, что же нам сегодня покажут мужчины, чем же они будут нас сегодня удивлять. Миш, как думаешь? Да, друзья, всем доброе утро. Удивлять, я полагаю, чистыми прокатами, потому что, вот, кстати говоря, достаточно спокойно сейчас ребята выходили на 6-минутную разминку перед своими прокатами на тренировке. Так что держим кулачки, желаем всем успеха и гладкого льда. Ну а всегда в любом процессе есть определенная звезда. Это как после футбольного матча или хоккейного матча всегда определяются звезды того или иного турнира. Вот как вы считаете, кто будет основной звездой дня сегодняшнего? Это Кто вот сложно. зажжет? Сложно, конечно, предположить, поскольку у нас есть, конечно же, это чемпионат России. Здесь собрались сильнейшие спортсмены вообще со всей страны. И если брать даже те же этапы Гран-при России, все-таки на каждом этапе была, как ты и сказал, своя звезда. Здесь на чемпионате России собрано целое созвездие наших великих спортсменов нашей страны. Это и Марк Кондратюк, который и на Олимпийских играх не раз защищал честь нашей страны, и Петр Гуменник, которому только это предстоит сделать в Милане, который завоевал квоту на турнире в Пекине на отборочном, на Олимпийском. Поэтому посмотреть точно будет на что. Вот Макар Игнатов сейчас находится на льду, который в течение сезона мог нас удивить как и не совсем удачным исполнением своей короткой и произвольной программы, так и выдать прокат жизни. Конечно, вот нам сегодня будет 100% на что посмотреть и чему удивиться. Да, это прямая трансляция с тренировок мужских коротких программ. Давайте сейчас посмотрим на список тех спортсменов, которые в данный момент находятся на этом льду. Итак, Александр Мельников, Роман Савосин, Макар Игнатов, Андрей Мазалев, Артур Даниэлян и Артем Ковалев. Как вы считаете, коллеги, кто здесь находится в данный момент в не очень благоприятной, летающей, так сказать, форме? Кто прекрасно Для выглядит, кого я погода понимаю. нелетная? Да. Нелетная погода? Санкт-петербургская погода. Я надеюсь, что ни для кого, потому что на самом деле, вот мы обсуждали сейчас, сидя в раздевалке, Артур Даниэлян. Казалось бы, он сделал шаг назад для того, чтобы сделать несколько шагов вперед, возможно, потому что он отказался от сложного четверного луца в своей короткой программе. И по ходу сезона он катает очень прилично. То есть, можно сказать, это как его перерождение, то есть он как птица Феникс, как будто бы. Так, Роман почему, Савосин. почему Да. такая вот перестановка произошла, на твой взгляд? Есть ли какая-то информация, потому что вы тренируетесь в Санкт-Петербурге? Мы тренируемся на разных катках, поэтому информации лично у меня нет. Я полагаю, ставка сделана была на чистый прокат, и, в принципе, это оправдывается. Роман Савосин, человек, который самый возрастной на этом чемпионате России и прекрасно все равно держит планку. Можно сказать, что Роман Савосин берет второй оценкой плюс ко всему, потому что он действительно любимчик публики. У него две замечательные короткие, две программы, что короткая, что произвольная. Особенно в произвольной программе, когда он катает попурри Фредди Меркьюри и группы Queen. Зал просто в экстазе от самого его образа, потому что он сам действительно похож на Фредди Меркьюри. Даже специально отращивает усы для того, чтобы быть на него похожим. И, конечно же, и зал, и в восторге. Мы будем помнить, конечно же, что судьи это те же зрители, поэтому это хороший такой ход.
Роман Савосин уже готовится, как раз-таки мы про него сейчас говорили. Ну а сейчас посмотрим, что покажет нам в своей программе первый участник этой разминки. Это Александр Мельников. Что мы знаем об этом спортсмене, Миша? Что он молодой, что это его 3-й взрослый сезон, но 1-й чемпионат России. То есть за эти 3 сезона был существенный прогресс, потому что, видимо, в первые 2 сезона он не отобрался на данный турнир, а теперь мы можем его здесь лицезреть. Четверной луц, возможно, слишком рано для четверного луца, 8:37 время на часах, но, тем не менее, есть многие спортсмены, которые даже не пытаются в какие-то ультра-си заходить на таких ранних тренировках, поскольку считают, что это, ну, либо травмоопасно, либо чтобы себя не сбивать, но вот, к сожалению, даже несмотря на то, что спортсмен идет на риск, все равно у него не все получается. Но вот у всех разная тактика. Миша, вот ты, когда выходил на такие ранние тренировки, ты шел в максимальный контент или Нет, все-таки конечно, попроще? Нет, конечно, нет. Я делал какие-то вещи достаточно простые, очень много тройных прыжков для того, чтобы просто привыкнуть к свету, чтобы дать минимальную нагрузку с утра, для того, чтобы показать судьям дорожки, вращения, программу. Я любил выходить в костюме. Здесь, на этой разминке, Ну только вот 3 человека. Макар То есть Игнатов, 50% разминки катаются в своих соревновательных костюмах. Ну, правильно, правильно. Это как говорят, что стабильность это не 10 из 10, а это 1 из 1. Поэтому нужно выходить в все, нужный момент. все делать непосредственно на соревнованиях. Леша, а вот ты когда выходил на официальные тренировки, вот у тебя какая тактика была? Как ты любил? Вот кто-то любит вообще выйти и прям целиком откатать программу, хотя таких людей, ну, действительно мало. Ты по максимуму шел? Ну, кстати, очень хороший вопрос. Мы вчера, с нами еще находилась олимпийская чемпионка Аня Щербакова. Как раз мы поднимали этот вопрос, у кого какая тактика, и мы сравнивали эти системы тренировочного процесса, которые существуют на разных континентах нашей страны, нашей планеты Земля. И вот более европейский такой подход — пропускать, делать какие-то паузы в программах. А североамериканский подход — это постоянно, вне зависимости от времени, выходить и постоянно от начала и до конца. Тренируясь в Санкт-Петербурге, в том числе у Алексея Николаевича Мишина, мы делали, может быть, 1-2 проката за целый месяц. А когда мы переехали в Соединенные Штаты Америки, вместе с Татьяной Анатольевной Тарасовой, были целиковые прокаты. Но здесь, мне кажется, нужно подходить именно от внутреннего состояния и что человеку удобнее, как подготавливать свой организм к вечернему прокату. Потому что, безусловно, мы здесь комментируем, и как сейчас начинает Роман Савосин прокат своей короткой программы. Но вот здесь что для него важнее? Размяться или, наоборот, попробовать сразу с первых аккордов устремиться и показать всем тем, кто сейчас находится здесь, что он прям один из лидеров мужского одиночного катания нашей страны? Мне всегда на утренней тренировке казалось, что мне нужно именно продышаться. То есть мне нужно прям поднять пульс достаточно сильно, и тогда вечером мне будет действительно легче. То есть как будто бы нужно себя завести, а кому-то вот нужно просто и правда подразмяться. И есть такое правило, что негласное, что на официальных тренировках обязательно сидит судейская коллегия техническая и наблюдает за дорожками и за вращениями, поскольку если взять время именно турнира, на пересмотр, на замедленный повтор, на просмотр и подсчет оборотов во вращениях достаточно мало времени у судейской коллегии, поэтому они стараются это сделать все во время тренировки, и это вот действительно важно, показать вот эти вот 4 элемента, 3 вращения и 1 дорожку. И нужно сделать это качественно, чтобы показать, что ты действительно над этим работаешь. Ну и у Романа потрясающее вращение. Сейчас как раз он делал. Он очень спокойно так это разминается. Все-таки, наверное, по европейской больше системе Роман идет. А на 6-минутной разминке он просто спокойно делал свои какие-то шаги, проверял ребра. И сейчас мы видим, что он без прыжковых элементов едет макет программы.
Может, это здесь не фактор утренней тренировки, может быть, это просто фактор, ты сам это озвучил, что самый возрастной участник. И с возрастом, конечно, начинаешь стараться аккумулировать, сохранять да, эту энергию, которую ты хочешь выплеснуть именно уже на вечернем прокате. И, возможно, очень многие спортсмены не раз проходили эти программы, не раз проходили взрослые сезоны, наполненные адреналином и провалами, и победами. Поэтому такие спортсмены, как Роман Савосин, они прекрасно знают уже, что ожидать от своего организма. А если спортсмен помоложе, то, конечно, нет, эти границы немножко более обширны. Да, такие спортсмены знают, что ожидать не только от своего организма, но и, в принципе, от турнира, поскольку, да, чемпионат России, мы помним, что это главнейший старт сезона, по крайней мере, на данный момент. И может случиться абсолютно разное, может случиться совершенно все. Как можно и выйти спокойно, откатать, и все будет в порядке, так и мы не исключаем форс-мажоров, поскольку это лед, он, как мы любим напоминать, он действительно скользкий, но также здесь есть достаточно юные спортсмены, которые только-только выходят на такой высокий уровень для себя. И у таких спортсменов, которые уже из года в год отбираются на чемпионат России, точно есть чему поучиться. И это здорово, что они могут попасть в одну разминку с такими мастодонтами чемпионатов России, чтобы посмотреть вообще, как вся эта внутренняя кухня таких крупных турниров работает. Миш, Макар Игнатов сейчас... Еще один представитель, можно сказать, практически старой гвардии. Да. Четверной Ридбергер был исполнен, Ну вот. несмотря на раннее время. Да, вот мы говорим, что, наверное, Это сложно, мы трудно. говорим про раннее время. Вспомним себя, уважаемые коллеги, в те времена, когда мы и в 7:30, и в 8:30 тренировались, и проблем с этим не было. Ну вот правильно говорят, да, что вот, наши тренеры нам всегда говорили, что ты должен кататься так, ты должен тренироваться настолько стабильно, и у тебя прыжки должны отлетать от зубов, что тебя в 4 утра поднимут, и ты должен пойти и сделать. И, собственно, то, что нам и доказывает Макар Игнатов, что, ну вот, правда, в любое время суток нужно выходить и делать этот четверной Ридбергер. Но главное еще на старте все-таки это сделать. Миш, для Макара последний для него этап чемпионской серии сложился практически безупречно. Да? Это, по-моему, был московский этап, где он, Да, Москва. по-моему, вообще практически без ошибок откатал и короткую, и произвольную программы. Этот вот фактор идет в плюс ему, как ты считаешь? Конечно, потому что какой бы человек опытный не был, все равно от старта к старту ты набираешься по ходу сезона этой опытности, этой уверенности, и каждый старт в копилочку идет. Да, чем больше стабильных выступлений в течение сезона, тем увереннее ты себя чувствуешь. Но если мы вспомним его этап в Казани, там далеко не все получилось, и в короткой, и в произвольной программе были ошибки достаточно досадные, которые, мне кажется, Макара и заставили чуть-чуть повысить темп тренировок до своего второго этапа, и, собственно, это дало свои результаты. Но если мы смотрим на прыжковую составляющую текущей тренировки, тренировочного проката, конечно, можно сказать, что Макар находится в звенящей форме. Все прыжковые элементы чисто исполнены. Прекрасные вращения, интересные. Необычное, да, такое, как юла-волчок. Миша, а в чем добавлять, как ты считаешь, нужно Макару? Потому что мы видели, что, в принципе, техническую часть он выполняет. И достаточно часто удачно. Вторую оценку. Вторую оценку можно совершенствовать практически до бесконечности. Потому что, когда действительно человек хорошо оснащен технически, остается только добавлять интерпретации, хореографии, переходы и все вот эти, казалось бы, неважные вещи. Но на дистанции это все очень ценно. Конечно, важно, и тем более мы не будем забывать про уровни, которые очень часто откусывают
существенное количество баллов от технической составляющей. Это если ты набираешь там, на вращение на 4-й уровень, это одна оценка. Если же ты делаешь вращение на 3-й уровень, это сразу же можно там, от 3 до 5 баллов минусовать смело. Потому что это такие детали, которые в глаза не бросаются обычному зрителю, но вот технически да, могут забрать вот прям шанс победы. И это, конечно, обидные досадные ошибки. Но вот Андрей Мазалев, Миш, он наоборот, да, в контрасте с Макаром, наоборот, как бы в артистизме кажется, на первый взгляд, что чуть посильнее, именно в технике, да, идет потеря в основном. Ну, сейчас, судя вот по этой тренировке, да, у него что-то не задаются, так скажем, прыжки. Поэтому приходится себя как-то ловить, ставить на ноги. И четверной тоже мимо. Вот опять же, надо было встать на ногу, и он бы сделал его. Он был слишком сильно наклонен в круг, поэтому... То есть это техническая ошибка? Да, здесь чистая техника. А нет ощущения, что как бы время Андрея уже потихонечку завершается, и ему становится с каждым сезоном все сложнее и сложнее конкурировать с теми, кто порой даже и проводит свой первый сезон на взрослом уровне? Ну, так скажем, время вообще никого не щадит. И всем Спасибо спортсменам... большое. Да, Спасибо. пожалуйста. А кому сейчас легко? Всем тяжело. И действительно, с каждым годом становится только тяжелее, потому что уровень растет, и ты должен соответствовать ему, чтобы быть конкурентоспособным. А я вот хочу обратить внимание, что сейчас на экране показывают тренеров Сергея Викторовича Дедакова и Данила Гриффенгауза. А Этери Георгиевна Тутберидзе нет, видимо, не дошла еще в такой ранний час. Только мужчины проснулись поддержать спортсмена. Самые ответственные. Может быть, просто чтобы не расстраиваться от увиденного? Ну, как-то ты прям так категорично, Лёш. Кстати говоря, Потому что девушки, дамы, должны всегда пробуждаться и видеть все самое прекрасное, что, по идее, и должно вас, Женечка, окружать. А вот здесь ты правильно рассуждаешь. Здесь я с тобой согласна Вот здесь абсолютно. возраст играет в плюс. Ты начал разбираться, Алексей. Кстати говоря, про Андрея Мазалева, когда он чисто катает, ему ставят очень приличные баллы, потому что вот на призе Панина, который был в начале сезона, он там получил больше сотни. Сделал тулуп, сделал сальков и аксель. Ну, я, наверное, все равно еще продолжу тему с вращениями, если даже посмотреть сейчас на финальный элемент. Скорость была такая не сильно высокая, и это тоже может повлиять и на надбавку к вращательным элементам. Я вот даже вспомнила, был юниорский кубок Первого канала, и там Александра Трусова выводила как капитан команды своих ребят, и у одного из мальчиков не получилось вращение, и она вот даже сказала, что вот, ну давай, иди сейчас с Макаром Игнатовым вращаться будете. То есть у Макара все-таки тоже есть такие моменты, где он не достаивает вращение, теряет баллы. И это очень распространенная на самом деле проблема, потому что вращение, дорожки, это вот сколько угодно можно отпрыгать четверных, но потерять до 5 баллов на этих вращениях злосчастных. Да, 5 баллов в короткой программе — это практически пропасть. Да, это, к сожалению, фатально. Ну, сейчас в данный момент звучит музыка Артура Даниэляна. Мы видим, как спортсмен исполнил очень хороший четверной сальхов в начале, а теперь берет небольшую паузу. Европейская система подготовки. Необычная короткая программа, образ такой интересный. И спортсмен еще начинает так от бортика, от судей, и вот прям такой вовлекает в свой образ восточный. Так ему, конечно, идет это очень. Ну, Артур такой темпераментный мужчина, и вот как раз вот эта внутренняя харизма, она играет именно в плюс. Очень хороший тройной аксель. Хотя ему пришлось побороться, когда он разминал свои на разминке не Прям, получалось, было да. видно, как его несет, но он сейчас смог остановиться. Спокойно въехал, с левой на правую прыгнул. Замечательно.
Кстати, в одном из интервью Артур и озвучивал, к сожалению, не новость, но то, что возраст действительно является таким фактором, который тебя с каждым годом все тормозит и тормозит. Это жизнь. Ну, так дальше и будет. Самое главное просто находить этот баланс, находить новые подходы к себе. И, конечно же, спорт — это такая вещь, в которой невозможно уйти в стагнацию. То есть ты постоянно познаешь себя, ты постоянно из сезона в сезон меняешь к себе подход. И это вечная работа над связкой тренер-спортсмен. А когда-то уже подключаются еще и медики туда, то есть тренер, спортсмен и врач. Это очень... Массажисты. Это очень важная, на самом деле, фаза, когда ты просто понимаешь и принимаешь, что все уже как раньше не будет, легче точно не будет, и нужно искать какие-то новые пути для облегчения своих тренировок, подготовки к турнирам. Ну да, для продления спортивной карьеры и жизни. Специально сейчас посмотрел, потому что у Артура, по-моему, день рождения был буквально несколько дней назад, а если быть точнее, по-моему, 17 декабря. Вот ему исполнилось, да, по-моему, 22 года. 22, да. Мы говорим о возрасте. Ну, не знаю, я в 20 лет завершила свою спортивную карьеру, поэтому я-то точно могу говорить про возраст. Ну что ж, следующий участник этой разминки. Самый высокий. Самый высокий. У нас здесь самый возрастной, самый высокий. У нас все парни самые-самые. У нас все самые-самые. Самый артистичный, да? Четверной тулуп. Миш, было ощущение, да, как будто бы он чуть-чуть в зубец приземлился? Да, корпус Все был равно немножко не спереди. дошел. Чуть-чуть, вот, да, спинку бы приподнять. Тем временем Макар Игнатов уже заканчивает свою тренировку. Вот он кланяется на все 4 стороны. Видимо, тренеры решили, что нужно пойти отдохнуть, возможно, выпить дополнительную чашечку кофе. Ну, а я тогда что тут буду сидеть? Я могу пойти поговорить с Макаром, взять у него комментарии после его тренировок. Интересно, как для него завершилась эта тренировка, которая основополагающая перед, надеюсь, хорошим прокатом короткой программы. Я побежала. Жень, спасибо. Судя по настроению, в принципе, тренировка, можно сказать, пошла. И все было неплохо. Кстати, возвращаясь к тому спортсмену, который сейчас на ваших экранах, Артем Ковалев, то такая неубиваемая персона, какими бы серьезными травмы не случались бы на его спортивном пути, но все равно он находит в себе мотивацию, какие-то моменты, которые прямо несут его обратно вновь на лед. Пару мыслей по поводу Артема. Он просто любит фигурное катание. И, собственно, поэтому после многочисленных травм, падений, неудач, переживаний все равно выходит, возвращается на этот любимый лед, на эти любимые соревнования. Самое удивительное, мы можем постоянно искать какие-то очень глубоко спрятанные вещи, но все, как обычно, лежит на поверхности. Это любовь к фигурному катанию. Ну, а сейчас хотелось бы передать слово неоднократной чемпионке мира по фигурному катанию Жене Медведевой. Она в данный момент расскажет вам и покажет Макара Игнатова, а тот, в свою очередь, расскажет, в каком настроении он подходит к прокату короткой программы. Макар, доброе утро. Как для тебя прошла эта ранняя тренировка? Но я, насколько понимаю, ты уже, привык не спать, ты привык рано просыпаться, а то и среди ночи, потому что малыш Миша, видимо, дает вам вот эту закалку к ранним подъемам. Но сегодня все получилось. Уверенно себя чувствуешь? Слушай, я никогда себя уверенно не чувствую, потому что независимо от того, как прошла тренировка, прокат, соревнования, это абсолютно другое. И как показывает практика, чисто статистически катаюсь и тренируюсь, я очень хорошо.
выступаю не всегда так хорошо. Поэтому посмотрим, как будет вечером. Вот, а так, все сделал, все спокойно. А вот это вот чувство, когда ты постоянно вот до конца не уверен в своих силах, это тебе добавляет мотивации к тому, чтобы не упускать каждую деталь, или ты все-таки так можешь в какой-то момент пустить на самотек? Будь как будет. Не знаю, это уже очень глубоко мы с тобой зашли. Это нужно прям разбирать, думать. Вот, на самом деле по-разному бывает. И в зависимости от состояния, в зависимости от физической формы, как-то по-разному нужно настраиваться, потому что всегда нет ни одного одинакового старта. Всегда все по-разному. Какие-то моменты, к которым нужно адаптироваться. Поэтому... Мы знаем, что ты супертехнарь, четверные прыжки – это про тебя, особенно когда ты в силах, особенно когда ты прекрасно себя чувствуешь. Но вот над второй оценки есть ли какие-то специальные способы, как ты работаешь? Возможно, вне льда есть какие-то дополнительные занятия. Вот расскажи об этом немного. Определенно мы работаем над этим. Вот. И с последнего этапа тоже проделали работу. Вот. Главное осталось все показать и показать все то, что мы добавили, все то, что как-то насытили. Вот. Поэтому, не знаю, посмотрим, все увидят. Днем стартуют ваши короткие программы. Сейчас поедешь немного отдыхать. Каков план? Вот как вообще выглядит? Вот ты проснулся, потренировался. Вот между тренировкой и стартом чем ты себя занимаешь? Покушать и поспать. Если проснулся, можно в компьютер поиграть. Разгрузить голову, да, немножко. Но я тебе желаю сейчас максимально восстановиться. Ждем тебя днем на короткой программе. И не буду тебя больше держать, потому что, как ты сказал, автобус уже отъезжает. Давай. За 3 минуты ты успеешь. Да. Все, спасибо, пока. До вечера. Вы знаете, удивительно мир фигурного катания, да и спорта в целом, потому что порой и тренируются, и выступают те люди, у которых уже и семьи. И задавая вопрос Макару Игнатову о том, ты же привык уже, собственно, просыпаться рано утром. Действительно, какие-то моменты, которые, казалось бы, отвлекают тебя, наоборот, помогают тебе. Ну, а сейчас еще один прекрасный артистичный спортсмен Артур Даниэлян готов сказать несколько слов о той тренировке, которую он провел здесь в преддверии короткой программы. Ну и, конечно же, вновь Женечка Медведева. Артур, доброе утро. Как настроение, как дела? Все хорошо, прекрасное утро задалось. У тебя позавчера был день рождения. Мы тебя всей нашей компании ведущих поздравляем. Думаю, зрители тоже присоединяются к этим поздравлениям. Вот расскажи, вот самоощущение как-то меняется вообще с каждым годом? Как будто бы есть такой момент, что ты начинаешь понимать, какие-то вещи становятся более менее энергозатратными эмоционально, какие-то более... Меняется мировоззрение по чуть-чуть. Как пришла идея начинать свою интересную короткую программу? У тебя такой яркий образ восточный. Но ты начинаешь программу прям от бортика. Вот как появилась вообще эта идея? Потому что, это достаточно редкая практика. Идея принадлежит Валентину Николаевичу Молотову, нашему хореографу, скальзисту и постановщику моих программ. Так как это Египет, восточная тема, и у меня есть отсылки в виде мумии, но я не мумия, а фараон, но я как будто бы восстаю из саркофага. Тутанхамон. Тутанхамон. Наверное, туда все-таки ближе. И надо будет прилечь на бортик, но не тут. Потому что тут бортик имеет шанс грохнуться, а я вместе с ним. Да, у нас тут бортики для наших зрителей. Просто поясню, что бортики у нас необычные, а здесь они состоят из LED-экранов. Это такая новая технология, и надо, поаккуратнее. Ну и вообще для 8:30 утра, если честно, опасненько вот так вот прилечь на бортик, потому что ненароком можно уснуть. Но ты вообще утренний человек или тебе комфортнее и удобнее вечером тренироваться и выступать? Вечером. Я не утренний. Но я сегодня проснулся в 4:30 утра, поэтому... Зачем? Я просто вчера в 7 заснул, случайно. У меня вообще был шанс проспать тренировку, потому что будильники я не ставил. Ой-ой-ой, но тогда сам организм тебе напомнил, что надо вставать, потому что работа не ждет. Да, я бодрячком уже как на такую
обеденную тренировочку пришел. Ну, раз ты бодрячком, я тебе желаю восстановиться, отдохнуть, покушать и уже с новыми силами вернуться на этот лед и показать свою короткую программу. Но у меня еще один технический такой вопрос. Я знаю, что в какой-то момент ты решил отказаться от риска, ты больше не делаешь четверной луц, и ты делаешь ставку на стабильность. В какой момент ты понял, что это именно твой путь? Я решил довериться тренерам. Я, конечно, По их совету. по их совету, потому что я, конечно, топил до какого-то момента, но когда я доверился один раз, это сработало, а доверился второй раз, это сработало, я понял, что надо довериться уже тренерам и делать, как они видят это. Потому что если они знают, что это работает, сработает, то мне остается просто выйти и уже со спокойной душой сделать, а чистота – это такая редкость нынешней сложности, в нынешних реалиях, что я буду стараться дарить эту чистоту себе и зрителям, судьям. А мы будем стараться тебя поддерживать. Спасибо тебе большое. Увидимся днем гладкого льда и чистого проката. Спасибо большое, Жень. Спасибо. Мы, конечно, также присоединяемся и желаем хорошего, чистого проката сегодня вечером Артуру Даниляну. Но как раз этот спортсмен говорил о доверии. И вот сейчас наш фигурно-катательный Фредди Меркьюри, Роман Савосин, готов также довериться Жене Медведевой и рассказать то, в какой форме он подходит к короткой программе. Рома, доброе утро. Расскажи, как лед, как каталась сегодня? Доброе утро. Каталась тяжеловато, но понятно, в принципе, еще рановато. Вот. А лед хороший, кстати. Лед очень хороший, мне понравился. Атмосфера уже привычная, много выступали в юбилейном, поэтому приятно здесь находиться. Домашняя. Так. Ну, уже, в принципе, да, можно сказать, домашняя. Ну вот не было за эти 2 дня, пока я общаюсь со спортсменами и с парниками, и вот сейчас с вами, ребятами-одиночниками, ни одного спортсмена не было, кто сказал бы: утро, классно, обожаю кататься утром. Вот всем достаточно сложно. Как ты готовишь себя к таким утренним ранним тренировкам? Ну, я стараюсь пораньше всегда проснуться заранее, чтобы там не за час до льда, да, чтобы уже прийти в себя немножко. Холодный душ, зарядка. Вот. У меня, в принципе, это уже такая рутина. Холодный душ. Да, каждое утро стараюсь принимать холодный душ. А зарядка — это пробежка по Дворцовой набережной? Не, просто какие-нибудь отжимания, приседания, просто немножко себя в тонус привести. Ну, так, лимфу разогнать, да, чисто? Ну, да. Слушай, ну, сегодня вообще тренировка у тебя как технически прошла? Я видела, что были моменты, где боролся с прыжками, но достаточно уверенно себя чувствуешь, в конце концов? Не, достаточно неплохо. Что-то, конечно, не получалось, но даже хорошо. Лучше здесь сорвать, немножко прийти в себя, распрыгаться. Потребовалось немножко времени, чтобы распрыгаться, вот, так что в целом все хорошо, все сделал. Не могу не спросить, поскольку знаю, что наших зрителей тоже, наверное, интересует этот вопрос. Вопрос про усы. Ты специально их к турниру отращиваешь или ты на повседневе также их носишь? Ну, весь сезон, получается, как вот появилась идея с Фредди Меркьюри в произвольной программе, так и все, пришлось отрастить, и хожу теперь весь сезон с усами. Но тебе мега идет, это я 100% могу сказать. Это настоящий рок, и этого рока мы тебе желаем и в короткой, и в произвольной программе. Сейчас иди отдыхай, восстанавливайся, и ждем тебя днем. Спасибо. Спасибо. Удачи и Роману Савосину в том числе. Ну а в нашей студии уже находится Евгений Рукавицын, тренер, который выводит здесь, если мы говорим про мужские короткие программы, 2 спортсменов. Это Матвей Ветлугин и, собственно, Артур Данилян. Я понимаю, сейчас самый первый вопрос, который как бы имеет отношение к нашему чемпионату России, но в то же самое время в конкретном чемпионате России не имеет. Как дела у Дмитрия Алиева? Доброе утро, во-первых, дорогие друзья. У Димы дела идут на поправку. Я думаю, что уже в ближайшем будущем получит допуск. И мы все его будем видеть на ледовых аренах. Так как и болельщики, и даже мы уже соскучились. Так что ждем с нетерпением. Хорошо. Вот у нас с Мишей мы знаем, что ты обожаешь рыбалку. И, конечно же, любой рыбак обожает, когда клюет. Вот сегодня вечером Клюнет клевать, или нет? да, Знаешь, клевать-то будет, а вот какая попадется?
Ну, я люблю спиннинг, так что всегда надеюсь на что-то более крупное, на хищные особи, как окунь, щука, так что Сегодня будет вечером уха. Уха будет. Уха будет. Хорошо, а в какой форме сейчас, на твой взгляд, находятся оба твоих спортсмена, и Матвей, и Артур? Ну, на мой взгляд, да, в оптимальной форме. Утром тренировки прошли штатно, достаточно уверенно. Матвею пришлось немножко половить там флип, но для 8 утра это нормальный момент. А что касается Артура, он, в общем-то, довольно уверенно с первого раза справился со всеми задачами. Настроение? Ну как, настроение прекрасное. Дворец спорта юбилейный, мой родной Петербург. Какое еще может быть настроение, кроме как прекрасного? А вы в обычном режиме во сколько по утрам тренируетесь? Утренняя тренировка, как правило, в 10:45. А здесь чуть пораньше. Ну, Как организм реагирует да. на это? Ну вот я об этом и говорю. Вот я сейчас заметил, что тот же Матвей, да, который, в общем-то, достаточно уверенно вчера там показывал тот же флип, да, в короткой программе, который будет исполнять. Сегодня пришлось ему немножко пару-трешку раз, как-то корректировать технические там моменты. Но я думаю, как раз это связано вот с достаточно ранней тренировкой. Но самое главное, на мой взгляд, когда уже вечерние короткие программы останутся позади, никого не будет волновать, во сколько тренировался, насколько готов твой организм или не готов. Абсолютно. Нужно выходить и стараться делать все по максимуму. Это точно, абсолютно, да. Никого не волнует, во сколько была тренировка. Да вообще никого не волнует, какая была тренировка. Удачная, неудачная. Весь вопрос, когда спортсмен выйдет на старт, и что он продемонстрирует в момент именно выхода на лед. Скажи, пожалуйста, все равно те люди, которых ты тренируешь, все равно ты к ним привыкаешь, к личностям. Макар Игнатов, ты следишь за тем, как он проходит этот сезон, предыдущий? Да, конечно. Я нахожусь вообще под впечатлением, например, произвольной программы на Гран-при в Москве. Да. Если ты помнишь, да, ему не удалось попасть на пьедестал, но какой был прокат с шикарными четверными прыжками. Миш, ты помнишь, да, этот прокат? Конечно, слежу и желаю ему удачи, безусловно. Вот скажи, есть в тебе, играет ли какая-то недосказанность, что ты как раз вот Макар Игнатов, вот сейчас ты, правда, восхищен, и особенно вот произвольные программы, которые показал Макар во время московского этапа, вот искренне, может ли человек действительно сопереживать тому спортсмену, который переходит из твоей группы в другую? Вопрос такой... Риторический, жизненный. Жизненный, да, может быть, в какой-то степени провокационный. Но я откровенно скажу, я научился в себе, справляться даже с какими-то внутренними пороками. И в моменте, смотря на своих соперников, всегда желать им удачи. Поэтому мы все конкуренты. И, безусловно, мы хотим, чтобы наш спортсмен победил. И это тоже нормально. Но в любом случае, еще раз, всегда желать удачи своим соперникам. Вернемся к твоей группе. Матвей Ветлугин вновь будет открывать сегодня мужскую сетку данного турнира. Про него несколько слов. Очень сложный сезон для Матвея складывается, при том, что он может на тренировках действительно показывать достаточно стабильное исполнение самого сложного технического контента. Мы говорим о четверном Луци и о четверном Ридбергере. Но каждый раз, выходя на старт, что-то идет не так. Вы определили уже, что мешает? На самом деле, действительно, мы много вели бесед с Матвеем, да. Думаю, что действительно есть немножко просед в психологической подготовке. Ряд мер приняли, да, для этого. Вот сейчас буквально за 1,5 недели до чемпионата у него был турнир в Беларуси. И как раз вот это проверочный был турнир, именно как мы, правильные ли мы меры приняли, да. И, какие меры, прости? Очень интересно. Работа с психологом конкретно, да. Методики по тренировочному процессу. Скажем так, увеличили количество прокатов. Скажем так, эти прокаты
максимально приблизили к стартовым таким ощущениям, имея в виду 6-минутные разминки, подстартовые номера и так далее, и так далее. На мой взгляд, ну, судя по выступлениям в Беларуси, данная методика дала свои, в общем, плоды. Но там же не было очень сложного соперника. Безусловно, безусловно, да, но в любом случае, конечно, как ты правильно сказал, атмосфера дает свои корректировки, когда сумасшедшая конкуренция, конечно, организм по-разному все это воспринимает, когда ты в Беларуси выходишь, в общем-то, ну, лидером. Но в любом варианте, как себя проверять? На каких-то более простых стартах. И в дальнейшем чувствовать в себе вот эту вот, культивировать в себе вот эту уверенность на простых стартах. И для того, чтобы уже на таких турнирах, как чемпионат страны, в общем, уже показать себя более в лучшем состоянии. А ребята как реагируют на твое предложение, допустим, поработать с психологами? С отторжением или наоборот? Нет, нет. Сделаем все возможное. В данный момент я могу сказать, что я редко предлагаю сам, да. Если спортсмен выходит с таким предложением, я, ну, опять же, не всегда, но я говорю, окей, давай попробуем, почему нет. То есть я не говорю, что это панацея какая-то или, ну, скажем так. Нет, ни в коем случае сейчас никак не провоцируем тебя, просто, например, в моем варианте, да, была практически безысходная ситуация, и как бы уже Татьяна Анатольевна предложила поработать со спортивным психологом. Я вообще считаю, что это абсолютно нормальная, серьезная профессия. Безусловно, и ничего ужасного в том, что, например, мужики прибегают к помощи спортивных психологов. Это нормально. Да нет, безусловно, конечно, тут вообще даже не идет речь о том, что это какая-то там из ряда вон ситуация и так далее. То есть это же просто найти в себе, ну, какие-то правильные триггеры для того, чтобы в моменте выйти и показать все, на что ты способен. Вот у каждого свои задачи, скажем, в работе с психологом. То есть каждый ставит свои микрозадачи, что он хочет от работы психологом получить, да. Поэтому одному нужно, не знаю, мотивацию найти, другому, вот я еще как говорил о том, что найти какой-то вот прямо, ну, хотите даже, может, какое-то слово правильное себе То, сказать. чтобы это микро превратилось в макро. Верно, верно. Артур Данильян сказал, что по совету тренерского коллектива начали немножко отказываться от, например, четверного луца. Было такое? Да. Сдал. У меня Сдал. уже такой вопрос. Давай, А вообще, в принципе, у вас группа из взрослых спортсменов. Анна Фролова, Матвей Ветлугин, Артур Данильян. Как они вообще принимают что-то новое в тренировочной практике? Или там вот, например, психологи, как вы им предлагаете? Они принимают что-то новое? Или все-таки они такие сразу, нет, мы консерваторы, будем вот делать это так и никак? В основном, конечно, ребята, ну, не то чтобы консерваторы, но любят какой-то вот устоявшийся порядок, да, но каких-то там таких возражений жестких против моих каких-то моментов, когда я, например, в межсезонье могу как-то, ну, какие-то новшества ввести, в общем-то, нет. Так что, ну, как-то ребята все-таки с доверием ко мне. А что касается Артура, действительно, после удачного турнира в Казани мы на распутье были, то есть пойти по усложнению, да, тем более вы все знаете прекрасно, что Артур владеет луцем четверным, причем если он его выполняет... И не в мечтах, во всяком случае, а в реальности. Да. Вот. Но было принято вот решение на, в общем-то, ну, на основании многих факторов пойти по, может быть, так выражусь, по упрощенной схеме, да, но показать его харизму, показать максимально вот его программу, как он вживается в роль и так далее. И Фараончика, и семейку Адамс тоже. Ну а как не быть поглощенным этим процессом, когда у тебя контент становится полегче? Все равно ты как бы выдыхаешь такой, фуф, не надо заходить на этот четверной луц. Как не увлечься этим процессом? Потому что спорт все равно развивается. Ты имеешь в виду, как бы сказать, в конечном увлечься... итоге все равно нужно, ну, мы видим 7 четверных Малинина. Понятно, мы стремимся к лучшим.
Как вот так не упасть в эту яму под названием только артистизм, условно, и один четверной? Ну, вопрос понятен. Ну, наверное, во-первых, все равно не ставить никаких лимитов. Безусловно, это на данный конкретный момент было принято такое решение. Но это не значит, что в дальнейшем мы все-таки не будем усложнять и на тот же финал, например, не постараемся подготовить все-таки лучше. Так что это как этап подготовки, то есть, ну, в целом, да, его развития. Супер. Ну что ж, Жень, хочу, чтобы клевало. Спиннинг, Спасибо. не спиннинг. И знаешь, что даже пускай не будет акулы, пускай будет тунец. Потому что это дорогая рыба и мощная. Пусть будет так сегодня вечером. Спасибо большое. Удачи. Спасибо. Ну что ж, это был тренер Евгений Рукавицын, работающий со многими очень именитыми спортсменами. Ну а сейчас мы вновь возвращаемся. Это прямая трансляция на Первом канале. Вновь наши замечательные мужчины, которые готовы покорять вершины не только тренировочного процесса, но и короткие программы сегодня вечером. Итак, внимание на лед и, конечно же, на ваши экраны, потому что сейчас на льду находятся Григорий Федоров, Николай Угожаев, Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Владислав Дикиджи и Евгений Семененко. Итак, Миш, я Лёш. понимаю, что сегодня был такой достаточно общий вопрос, что мы ждем от коротких программ, но именно вот эта шестерка сильнейших. Правда, я вижу, что всего лишь 5 спортсменов вроде Кто бы не на льду. дошел. Евгений Семененко не дошел пока. Почему? А это такая тактика Алексея Николаевича выходить чуть-чуть попозже, потому что он будет катать заключительно в этой разминке, и ему 30 минут много, возможно, и поэтому он выйдет минут на 5-7 попозже. Вы всегда придерживались такой тактики? Периодически. То есть это не могу сказать, что это постоянная практика, но Я периодически помню, так... да, в карьере ты иногда выходил да, позже чуть-чуть на попозже, тренировку. Хотя обычно принято, что можно пораньше уйти, но Ну, вот Алексей Николаевич решил так никто не сделать. говорит о том, что можно прийти попозже. Да. А что касается ожиданий от этой группы, ну, давайте будем честными, чистых прокатов. Потому что вся эта звездная шестерка, ну, Может просто показать. красавцы. Они все могут, и надо просто в нужный момент собраться и сделать свое. Давай немного про того парня, которого ты знаешь лучше всех, которого в данный момент нет на льду, про Женю Семененко. Как он сейчас? Как восстановление после травмы? Мы видели, что, в принципе, он уже начал стартовать и, в принципе, достаточно неплохо выступил, но все же в каком он сейчас состоянии подходит к чемпионату России? Сложно сказать, потому что я не так часто вижу его на тренировках, в тренировочном процессе. Тяжело. Он и учится, и катается, и сейчас как-то пытается перешагнуть какие-то свои психологические моменты. И действительно, для него этот старт будет, я полагаю, будет тяжелым. Тяжелым, но может быть при этом переломным, потому что если преодолеть это, то, мне кажется, вообще уже в течение следующего сезона точно будет ничего не страшно. Дай бог. Когда мы с вами выступали, безусловно, для нас было важно удержать лидирующие позиции. Но вот сейчас со стороны уже мы не тренеры, мы не спортсмены, мы только комментируем то, что происходит на льду. Как вы считаете, хотелось бы увидеть, может быть, нового чемпиона или все-таки оставить эту ситуацию вот какой она была, например, год назад? Мужское одиночное – это лотерея. И пусть это будет лотереей и дальше, потому что от наших парней можно ожидать чего угодно. Потому что контент сложный, и, соответственно, вероятность ошибки также возрастает. Ой, я бы наоборот хотела бы выразить свою какую-то такую точку зрения, если это, конечно же, уместно, что на данном чемпионате России хочется, чтобы все было стабильно. Петр Гуменник, который будет представлять себя на Олимпийских играх, это Марк Кондратюк, для которого тоже очень важно показать высокий результат на данном старте, потому что в течение нескольких сезонов Марк и чисто катался, и выигрывал много, и несколько раз выигрывал этот турнир чемпионат России. В этом сезоне у него не всегда все получается, и как спортсмен я могу понять, что вот конкретно для Марка очень важно проявить себя вот конкретно здесь,
и сейчас, и, конечно же, в произвольной программе. Ну, Марк, кстати, единственный, кто выиграл 2 этапа вообще серии Гран-при. И в этом сезоне он чувствует себя очень уверенно, очень хорошо. И от старта к старту только набирает. Но я, наверное, больше про чистоту катания, Мгм. поскольку ошибки все-таки допускаются и в короткой программе, и в произвольной, и достаточно такие досадные, и на сложных элементах, и не очень. То есть такое вот не идеально чистое катание с помарками. Знаешь, и вот всегда какие-то большие ошибки, они идут из мелких нюансов, которых в этом сезоне у Марка достаточно много. Миш, не складывается впечатление, что если мы говорим про женское одиночное катание, то как будто бы Аделя Петросян и все соревнуются как бы с ней. Потому что она вот такая звездочка, и та звездочка, за которой хочется стремиться. А здесь как бы соревнования строятся вокруг попробовать обыграть Петра Куменника. Это очень такой интересный вопрос. Но... Потому что- Философский. Да, философский, потому что все-таки Петя, когда катается чисто, да, действительно, он очень силен. Когда Петя Посмотрим. катается чисто, он безоговорочный лидер. Это прям смело можно сказать. Тем более в сложившейся ситуации по ходу сезона. Я бы на самом деле тоже не согласилась бы с тобой, Лёш, что все с Аделей соревнуются, потому что даже Аделия единственная спортсменка, девочка, которая едет на Олимпийские игры в Милан. И мне кажется, что все достаточно с пониманием относятся к ситуации, как будто бы есть Аделия, которая преследует свои личные цели, а есть другие девочки-спортсменки, которые соревнуются внутри страны, и у них как будто бы совершенно другая задача на этот сезон. То есть как будто бы это две касты спортсменов. Вот есть Аделия и Петр, а есть остальные спортсмены, которые внутри страны именно соревнуются. Ну, еще здесь играет тот фактор, что Петр Гуменник, поправь, если я не прав, никогда не был чемпионом России. А как раз Аделя Петросян была. Да. То есть здесь все как бы хотят, ну, это понятно, это логично, это спортивный азарт свергнуть того, кто в данный момент находится на пьедестале. Ну, судя по разминке, как сейчас прыгает Петр, вопросов вообще никаких нет. То есть он действительно хорошо готов. Тактика Утро, не сработала. утро, все равно готов. Так и нужно, все Потому что правильно. все-таки это финальный старт перед Олимпиадой. И А вот у тут уже Григория надо быть Федорова не готовым. все получается во время проката. Первый элемент был сорван, но все-таки открывать тоже это не совсем легкое дело. Конечно же, каскад из 2 тройных прыжков само собой получился хорошо, но вот пока что по ультра-си можно сказать, что, возможно, спортсмен еще не проснулся. Ну, Аксель был. Аксель был. Если это считать как ультраси, Аксель уже был. Но вот Гриша Федоров, мы знаем его как достаточно стабильного спортсмена, и достаточно редкий случай, когда что-то идет не так. А вот в плане презентации я сам лично акцентировал на этом внимание, что, конечно, здесь еще огромная должна быть проведена работа, но, может быть, ваши точки зрения отличаются. Нет, ну, Леша, здесь я точно с тобой согласен. Да, огромный пласт работы предстоит Грише, и очень надеемся, что в будущем он будет развиваться именно в этом направлении, потому что технически этот парень, ну, все делает, все прыгает. Единственное, что по вращениям Вот, есть я только вопросы. вспомнил эту ситуацию, да. И когда он выходил после произвольной программы... Это, по-моему, Магнитогорск был. Магнитогорске, да. Он сам даже не понял, Эта история откуда... вообще на мемы разлетелась. Сам даже не понял, откуда взялись какие-то другие новые положения, и почему их засчитали, почему не засчитали. Тренеры тоже ничего не поняли. Вот бывают вот такие вот путаницы, даже в фигурном катании, в такой точной науке, дорогие наши телезрители. Поэтому, да, фигурное катание очень непредсказуемый вид спорта, даже с точки зрения того, что ты не всегда знаешь, что ты сам от себя не ожидаешь иногда, что сделаешь в программе. Ну а здесь мы сегодня ожидали, что Женя Семененко появится на льду. Он уже, да, здесь и потихонечку разминается. Ну а прокат своей короткой программы начал Коля Угожаев. Звучит музыка в стиле рэп.
французский рэп. Французский рэп. Очень не шаблонная, необычная программа. Такой некий эксперимент, который, в принципе, мне кажется, удался. Авторский такой проект. Ну, ты, кстати, сказала фразу «шаблонные программы». Миш, большой процент обычных шаблонных программ? На этом чемпионате России? Нет, вообще, вот если мы берем там каждые сезоны, то есть какой приблизительно процент того, что, ну, вот ожидаемо? Опять музыка избитая. Большой. Но сейчас все-таки идет тенденция к экспериментам. И вот как раз Коля Угожаев это и доказывает. Очень большой эксперимент, кстати говоря, у юниоров. Они постоянно что-то там придумывают новое, экспериментируют, какие-то интересные фишечки, заходы, выходы, вращения интересные, опять же, музыкальные сопровождения, костюмы. Вот чуть-чуть бы добавить вот этих экспериментов во взрослое катание, было бы супер. Но не складывается ли такое ощущение, что взрослые спортсмены уже знают свой стиль, уже знают, что им удобно, что им комфортно, в чем они уверенно себя чувствуют. И каждый какой-то эксперимент, он выбивает из колеи, а нужно все-таки выходить и выигрывать. Согласен, абсолютно. И действительно, иногда лучше, вот ты что-то нашел свое, и как бы... В этом коридоре и двигаться. Да, и двигаться, и развиваться, и обязательно ты достигнешь какого-то успеха. Но иногда, вот как зрителю... Хочется свежего воздуха. Чего-то новенького, да. Объединяя все то, что вы сейчас сказали ранее, я вот о чем подумал. Особенно, когда, Миш, ты сказал про то, что юниоры пытаются все-таки экспериментировать. А не складывается впечатление, что все эти эксперименты плюс-минус работают, но когда ты становишься взрослее, выходишь на взрослый уровень, ты оказываешься перед теми людьми, кто сидит в бригаде судей. А это люди более возрастные и привыкшие к классическим подходам, к стандартным, как мы говорим, шаблонным проектам. И вот эти нововведения, которые пронизывают современный мир, они немножко на контрасте и особо так тепло не воспринимаются. Поэтому многие спортсмены, которые уходят из юниорского уровня во взрослый, остаются в том формате, который более комфортен для принимающей страны. Я понимаю, о чем ты говоришь. Да, действительно есть такое. И как зрителю тоже иногда бывает такой как бы конфликт, но так или иначе, это все равно движение вперед. Сначала мы удивляемся чему-то новому, отрицаем, а потом это принимаем. И мы уже существуем вот в новом мире, в новых реалиях. Поэтому эксперименты в любом случае это хорошо. Ну вот, пошел прокат короткой программы Пети Гуменника. Потрясающий парфюмер. И вот на тренировке все удавалось. Посмотрим сейчас, как в прокате. Поборолся. Четверной флип хорошо, а вот тройной тулуп вызывает вопросы. И сейчас все парни просто вот замерли и уступает как бы Петру. И все смотрят на него. Четверной лут. Ну да, есть такое ощущение, что ребята замедлились, начали ездить по бортику, смотреть на обстановку. Сразу обстановка поменялась, да, атмосфера, так это напряжение такое. Вот как ты думаешь, это напряжение именно от соперничества или все-таки уважения? Я думаю, что все-таки уважение. Потому что у нас достаточно дружелюбные ребята вообще в сборной. Друг друга поздравляют с днем рождения, ездят друг к другу в гости. И я вообще у нас такая френдли обстановка. Что именно у ребят, именно у мужчин такая очень теплая домашняя атмосфера, что вот они даже выходят на тренировки, они выходят на 6-минутную разминку перед турнирами. И нет как будто бы вот этого напряжения в воздухе. То есть очень доброжелательная атмосфера, и это очень здорово. Мне кажется, намного спокойнее и увереннее ты выходишь, когда ты понимаешь, что нет какой-то токсичной конкуренции. Да, потому что у девочек... никто друг друга не тупит. Да, потому что у девочек иногда бывает, да, искры летают. Очень надеемся, что и в женском одиночном также тоже будет. Когда-нибудь, наверное, будет. Тем временем 3 прыжковых элемента исполнил Петр. И сейчас показывают техническую дорожку шагов.
Каждое движение доделывает, каждое движение выверено. Очень, конечно, эстетичная программа, потрясающая музыка к кинофильму «Парфюмер». Все равно немножко вот побалтывает Петю, немножко приходится его... Но даже несмотря на то, что Ловить. приходится ловить, все равно идет и делает. Это значит, что днем будет еще больше в ногах и больше уверенности будет. Будет 100%. Вы говорили про уважение друг к другу. Здесь уважение больше читается в ваших словах человеческое. А если мы говорим про спортивные титулы, то я вот просто сейчас начал ворошить прошлый архив, то по идее здесь каждый из спортсменов, в принципе, и обыграл Петю, и по титулу мне особо-то и уступают. Здесь и один чемпион России, и второй чемпион России и так далее. То есть здесь больше вы говорите о каком-то человеческом уважении, а спортивное. А спортивное? Но спортивное уважение тоже всегда должно присутствовать. Мне кажется, у ребят это как раз-таки основополагающее такое ощущение именно спортивного уважения. Потому что все прекрасно понимают, что есть Олимпийские игры, что это совершенно другой уровень турниров. И вот Петру еще предстоит туда съездить, и это, конечно, прям... Четверной луц от Марка Кондрутюка во время исполнения проката короткой программы. Вот, кстати, в тему, продолжение темы про уважение. Был такой случай, со мной случился на этапе Гран-при международного. Программу мне уступал Юдзуру Ханю, так же, как и все ему уступали, когда он катал. И это действительно про уважение. И тут неважно, тебе музыку дали, все должны выступать. Ну да, это как бы такое неписанное правило, но вот я сижу дальше, просто у себя в голове копаюсь, и я понял, что человеческое уважение как бы, оно априори должно существовать, как родители у того или иного человека. Но вот спортивного у меня уважения не было, потому что когда я там, мне было все равно. Если ты начинаешь кланяться перед более титулованными, тогда ты не можешь заставить себя внутренне, то есть ты как бы уже отходишь и пропускаешь в плане спортивном этого спортсмена. То есть наоборот, не принимая во внимание, какие перед тобой титулованные спортсмены, когда ты там, никакого уважения, только вперед. Я не про человеческие. Ты не кланяешься, ты просто с уважением относишься к другому спортсмену, вот и все. Здесь не надо прям условно, в ноги бросаться. не мешаешь ему во время проката, отходишь, слышишь музыку, чуть-чуть ближе к бортику сдвигаешься, когда понимаешь, что спортсмен там рядом где-то проезжает. Потому что было очень много, вот даже в моей карьере, я понимала, что я выхожу на лед, были девочки, канадки, американки, француженки, которые просто специально ехали тебе наперекор, и это совершенно вот как раз-таки про спортивное уважение, когда ты соблюдаешь субординацию и понимаешь, что каждому спортсмену нужно проверить свои элементы, и не нужно просто им мешать. И бывают такие ситуации, что там специально не уступают, специально не отходят. Леш, ты же специально своим соперникам не мешал во время исполнения? Нет, для меня это человеческие качества, а не спортивные. Мы чуть-чуть по-разному, да. Спортивные и человеческие, они прям вот граничат, они вот вместе идут. Да черт с этим уважением. Давайте про прокат. Вот только что Марк закончил прокат. И до этого был Петя Гуменник. Ваше мнение? Парни готовы. Да, все, надо просто идти у них и делать. Все хорошо, понятное дело, Вопросов больше нет. Вопросов действительно нет, если они хорошо выходят, все делают. Понятное дело, что есть там в 9 утра где-то какие-то моменты, которые чуть-чуть шатают. Вот у Пети не получился четверной флип, но... Позже обсудим. Главное, что в прокате все есть. Ну а сейчас действующий чемпион России, которому предстоит еще защищать свой титул сегодня и в произвольной программе, Владислав Дикиджи. Не справляется пока с первым четверным луцем. Честно скажу, Владу тяжело даются утренние тренировки. Поэтому, я думаю, можно на это пока списать. Вот насколько мы все-таки все разные, да? Но вот нет ни одного спортсмена, который мне бы вот в интервью сказал: обожаю утренние тренировки. Ни одного. Хотя есть понятие, да, там совы, жаворонки, но вот как будто бы все спортсмены совы.
Я думаю, это можно объяснить физиологией человека, что когда ты с утра просыпаешься, тебе нужно раздышаться, тебе нужно прогнать свою кровь несколько раз, чтобы ты как-то вот проснулся, и как раз во второй половине дня ты будешь в оптимальной форме, готовый много работать, переваривать огромную нагрузку. Ну ничего, сейчас парни наши разомнутся и в короткой программе покажут нам днем огонь. Тройной аксель очень хорошо исполнен, легко. Можно сказать, с закрытыми глазами он точно есть. Пропускает большую часть своей короткой программы Влад Дикиджи. Вообще много прокатов делает он, Миш, в тренировках? Вот именно про прокаты я точно не могу сказать цифру, потому Что что я люди больше с ним- говорят? Что люди говорят. Катает достаточно. Вообще он уникальный спортсмен. Он практически не разминается на полу. То есть какие-то там минимальные вещи, суставчики покрутил, там поприседал, все, он уже готов. Для меня это, честно говоря, загадка. И я ему говорю, что нужно разминаться, нужно тянуться после тренировки. А ты И долго как-то вот разминался перед выходом на лед? Долго, очень долго, минут 35-40. И нужно было, чтобы немножечко пропотелся, продышался уже на полу, чтобы потом выходить на лед и чтобы ты был готов просто. Вот я с Владом много разговаривал на эту тему, и я вот, честно говоря, не понимаю, как вообще он так существует. Ну и насколько это вообще безопасно так легонечко размяться и пойти прыгать четверные прыжки. То есть человек, который, ну, в принципе, в арсенале которого есть четверной аксель. Насколько вообще это безопасно без разминки идти и делать? Небезопасно. Небезопасно. Нет, я ему об этом говорю каждый Миша, раз. надо и что-то с этим делать. Я ему говорю, я же не могу его заставить идти в зал, там, с резиной что-то делать, или там на спиннере вращаться, или там отжиматься. Поэтому здесь уже каждый решает, что ему удобней. Продолжая немножко дискуссии по поводу Влада Дикиджи, несмотря на то, что вот Женя Семененко уже стартовал с короткой программой, стоит ли все-таки Владу как-то сделать акцент на более интересных программах? Ну, понятно, что здесь завуалированно идет моя мысль про не техническое оснащение, а именно про артистизм. Ну, как-то попробовать, покопаться, А попробовать. какую, к примеру, что-то веселое взять, или что ты имеешь в виду? Что-нибудь более запоминающее, танцевальное. Хорошо, отвечаю. «Интерстеллар» Я считаю, хорошая, что запоминающаяся программа. хорошее, но для меня это шаблон. Объясняю. Например, Экспериментов? танцы на льду. Хочешь Танцы на льду, экспериментов? например. Жданова, Бабаев, Смирнов. Я понимаю, может быть, в технике не настолько сильны были, да? Но это действительно были танцы, сумасшедшие танцы, в ритм танцев вчера. Запоминающиеся, да, нашли. И вот именно в таком формате удивить. Я Прям. так думаю, что если... у меня такое предположение, что если Владу поставить что-то необычное в стиле Марка Кондратюка, прыжки пропадут. То есть он будет думать только о хореографии, о там, движении рук, ног, головы и так далее. А про прыжки он уже перестанет думать, и вот этой концентрации не хватит. То есть это дано не всем. Тем временем Женя Семененко очень хорошо едет свою программу под музыку. Пока что все чисто. По-моему, самый чистый прокат на сегодня из всех ребят. Это тактика Алексея Николаевича. Надо попозже выйти, чтобы чисто прокатать. Главное сделать под музыку и все, и потом можно идти отдыхать. Ну а возвращаясь к теме программ Влада и Марка, эти программы абсолютно разные. Их, Нет, не сравнивая с Марком, а для себя. Например, Влад, где он как рыба в воде? В танцевальной ритмической музыке, тиктоке, вот эти маленькие видюшки какие и так далее. Может быть, что-то отпрыгать, а потом... Понимаете, в любой программе, в любом направлении, ведь самое запоминающееся — это, условно, финальная часть, финальная стадия, да. Никто уже не помнит, что ты начинал, короткую или произвольную программу, а вот финал, когда ты, правда, зажег, и, может быть, финальные какие-то и дорожки и так далее, акцент вот этот танцевальный. Мне сразу вспомнились программы Нейтана Чена, где 80% программы была достаточно спокойна, чтобы отпрыгать все там четверные элементы, а потом хореодорожка была такая, что она просто
Вот эта хореодорожка вписывала всю программу в золотой фонд вообще фигурного И катания. Малинина точно так же. Да, да, вот только последние вот 20-25 секунд прям взрыв. Ну что ж, Женя Семененко, в принципе, неплохо. Неплохо, да. выглядит Очень да, сегодня неплохо, да. утром. уверенно, да. Да вообще, в принципе, таких прям супер много грубых ошибок ни у кого не было. Мгм. Да, конечно, были моменты, и видно, что ребята, можно сказать, просыпаются. Но я вижу, что ребята уже расходятся с тренировки, поэтому я побегу. Ты беги, да, Потому что а я мы- не могу их отпустить отдыхать без маленького комментария с их тренировки. Поэтому Ждем тебя с Увидимся. нашими спортсменами. Ну а пока Женечка занимает свою позицию, сейчас, Миш, хотелось бы обсудить финал Гран-при Мгм. международный. Смотрел, следил. Смотрел, следил. Если что-то, что запомнилось особенно, и что ты бы, будучи условным руководителем какого-то отдела направления в мире фигурного катания, нашей федерации, что бы ты хотел внедрить в нашу систему? Комплексный подход, комплексную работу над программами. То есть не только прыжки, не только дорожки вращения, а все вместе. Потому что у них это получается. У американцев, у японцев. У них все это получается, у них хватает времени, у них хватает сил, хватает терпения работать над всем. А у наших почему-то нет. Очень интересно. Кагияма, он делает 2 четверных, и он катается просто божественно. У него прыжки хорошие, у него вращения прекрасные, дорожки, у него все есть, программа, образ. Слушай, ну... Ему не надо 5 четверных, ему не надо там 7 четверных. Он просто выходит, делает относительно простой контент, и все, и он сверкает. Произвольная опера, ну это вообще шедевр. Ну, давай об этом поговорим чуть позже, потому что в данный момент как раз готов сказать несколько слов о своей форме. Человек, который может выходить и не только прыгать, но еще и завораживать. Правда, артист на льду — это Марк Кондратюк. И, конечно же, с нашей коллегой Женечкой Медведевой. Марк, доброе утро. Мы вот сейчас с тобой постояли, поговорили за кадром и подсчитали, что это твой 6-й чемпионат России. Как ощущения? Евгения, доброе утро. Все хорошо, уже привычно. Даже так получилось, что за 6 раз я дважды уже в одном и том же городе выступаю. Дважды в Челябинске и вот сейчас 2-й раз в Санкт-Петербурге. Круг замкнулся. Как будто да. Но ты достаточно спокойно сегодня выходил на тренировку, даже успел поспать на лестнице, немного прикорнуть. Как тренировка прошла? Видела твой прокат под музыку. По-моему, все супер, да? Все хорошо. Я думаю, что спокойствие связано в том числе с тем, что уже не первый, не второй, уже, повторюсь, 6-й раз выступаю. За эти годы я уже и медаль брал, и выиграл, и был последним 1 раз. Поэтому как бы мне нечего, ничто меня уже не удивит глобально. В общем, было все. Да, да. Знаю, что помимо подготовки к чемпионату России у тебя еще наложилась сессия. Как она проходит? Вполне успешно. Часть я сдал, часть буду сдавать уже после чемпионата России. Ну, а еще одна часть, к сожалению, будет перенесена на, видимо, какой-то другой месяц, потому что, ну, не успеваю физически. Сейчас ребята сдают. А что не сдал, что не успел? Какие долги? Ну, так, чтобы наших зрителей, которые тоже учатся в университетах, ну, подуспокоить, что у всех оно есть. Все эти долги — это нормально. Но в основном долги это профильные предметы, которые я не успевал сдать в силу поездок. Вот. Но все обязательно закрою, потому что выбора у меня нет. Твой тренер просила не палить ее, что она попросила меня тебя спросить, но когда Аксель с кораблика? Она об этом мечтает? Все будет. Надеюсь, это не мой последний чемпионат России, так что все впереди. Всему свое время. Именно. Все, тогда иди отдыхай, готовься, тренируй кораблик, потому что на следующем чемпионате России, ну, тебе, ну, придется, да, выворотность, как поприседать, там, в ногах себя почувствовать, да, и тройной аксель, выезд, чтобы сегодня также было все стабильно, как и на тренировке. Спасибо большое. До встречи на льду. До встречи с тобой, Марк. Мы надеемся, мы никогда не уверены в том, что мы увидим на том или ином турнире, но мы всегда надеемся на самый
лучший исход той или иной программы. Марк, удачи тебе сегодня вечером, но остается уже буквально меньше минуты до окончания этой разминки мужчин, вернее, она уже все. Диктор объявил, что она завершена. Ну а сейчас еще несколько очень интересных интервью с Владом Дикиджи, например, и Петром, конечно же, Гуменником. Нас ожидает еще ряд интервью, как я сказал и озвучил ранее. Это Петр Гуменник и Влад Дикиджи. Ну а к нам в студию с Мишей подтянутся те, без чьей работы и, самое главное, заботы не будет никакого результата. Это тренер Петра Гуменника Вероника Дайнеко и будет еще Светлана Соколовская. Ну а сейчас к Петру мы надеемся первому. Женя, тебе слово. Петя, доброе утро. Как прошла твоя тренировка? Как твой настрой? Доброе утро. Вот тренировка прошла хорошо. Как вот доброе утро, как должно начинаться, так оно и началось. Вот она магия утра. да, прочувствовал я. Теперь, значит, нужно, чтобы был еще и добрый вечер. Ну, по американскому времени еще вечер. Знаем, что ты ездил туда на стажировку. Как прошла подготовка к чемпионату России? Как прошла поездка? Да, поездка прошла отлично. Узнал много нового, вспомнил старое. Вот, оттачивал технику, чтобы сделать прыжки так же хорошо или стараться, по крайней мере, как Илья Малинин. Вот, конечно, еще много работы, но путь уже есть. Но, судя по твоим социальным сетям, ты действительно много узнал про окружающую природу. И даже родился мем, что у Петра Гуменника все схвачено. У Пети есть план. Вот каков твой план на сегодняшнюю короткую программу? На сегодняшнюю короткую программу план максимально ясный. Он написан в контенте. Там вот нужно добавить еще 4 уровни и плюсовые оценки судей. А как вообще ты давно вернулся из Америки? Чувствуешь ли ты сейчас какую-то акклиматизацию, разницу во времени? Вернулся неделю назад. Ничего такого сложности не чувствую, кроме того, что сплю совершенно в случайное время. Могу отрубиться днем, проснуться в полночь. Вот. Но это мне и не мешает особо. Ну, главное, чтобы действительно не мешало. Сейчас у тебя есть немного времени для того, чтобы восстановиться. Но вот хочется узнать, на что делали акцент в работе с Рафаэлем. Фокус на чем был? Качество, легкость исполнения прыжков, чтобы это можно было делать стабильно, чтобы, например, когда выходишь на соревнования, у тебя другие ощущения, у тебя больше сил, ты хочешь там больше приложить усилий и какой-нибудь, как я раньше, например, иногда прыгал, можно было, например, закинуться. А в идеальной технике ты просто более качественный выезд делаешь. Вот над этим шла работа. Возможно, будет немного сейчас провокационный вопрос, но тем не менее, ты единственный из всех парней, кто едет в Милан на Олимпийские игры. Нет ли у тебя ощущения, что все парни с тобой соревнуются? У меня всегда есть такое ощущение, что все парни со мной соревнуются. Ну и между собой тоже, но в моей картине всегда было такое ощущение, что вот парни свои прокаты катают, и мне нужно с ними соревноваться, и они со мной соревнуются. Но у тебя нет титула чемпиона России пока что на данный момент. Насколько для тебя важно, для собственной уверенности перед Олимпийскими играми все-таки взять этот титул? Или ты свою форму не измеряешь в медалях? Это было бы приятно, да, и мотивирует меня на то, чтобы получше выступить, потому что, конечно, хочется себе такой титул получить. Это очень важное и серьезное звание чемпиона России. Но я прежде всего желаю тебе чистых прокатов, чтобы максимально чувствовать себя в ногах. Лед здесь супер, мягкий, прыгучий, обстановка домашняя, поэтому отдыхай, восстанавливайся, увидим тебя днем. Спасибо.
Да, времени для восстановления не так уж и много, потому что совсем скоро, напоминаем, о трансляции мужских коротких программ. Эта трансляция начнется сегодня по московскому времени в 15:30. Не переключайтесь, не выключайте, готовьтесь к феерии, которая будет происходить здесь, в Ледовом дворце. Юбилейный, что в Санкт-Петербурге. Ну и, конечно, сейчас мы не можем отпустить такого тренера с большой буквы, человека, которого я просто обожаю всем своим сердцем и душой. Светлана Соколовская вместе с нами. Светочка, как настроение? Судя по твоей лучезарной улыбкой, все хорошо. А я все время улыбаюсь. Всю, вот прям с детства? Да, нравится мне. А что радует тебя так, Светочка? Радует меня, радует то, что я сижу с такими гениальными ребятами, с таким красивым катальщиком в свое время. Очень жалко, что закончил. С ангелом. Спасибо, что закончил. Жалко, я сказала. Ну что, как Марк, как Гриша, как ребята? Марк. У Марка, значит, планы огромные. Он сказал, что он запланировал, самое главное, не снести вот эти вот дорогостоящие Борты. бортики. Да, они прямо все пронизаны Да, экранами. это самое главное, то, что он мне озвучил. Гришенька в плохом настроении. Почему? Не выспался. Вот сейчас немножко поспит, и я надеюсь, что все будет хорошо у него с настроением. А Данечка вот ищет себя. Задача найти себя. Потерял немножко себя. Каких Да. разносторонних мужчин ты тренируешь? Да, поэтому планы у нас вот такие. Самсонов, что он, где он черпнет вот эту дерзость, которой так не хватает порой ему на турнирах? Где он черпнет эту дерзость? Я не Лёш? знаю. Я не знаю. Я могу себя Вот. ущипнуть, завести и попробовать выстрелить. Но я не работаю с Самсоновым. Я работаю с Самсоновым. Я пытаюсь работать с Самсоновым. И как это попытка или пытка? Нет, это гениальная работа, для меня новая. Когда в 20 лет человек ищет себя, и я буду помогать ему найти себя. Получится, не получится, не знаю. А чем он отличается, именно если мы разбираем, да, не турниры определенные, а именно тренировочный процесс? У тебя такие, как я уже сказал, разносторонние, да? Вот Самсон, вот чем он отличается от остальных? Представь, что ты на исповеди. Пусть я буду женщиной-загадкой, промолчу сейчас. И не буду рассказывать о всех отличиях. Озвучь хотя бы плюсы. Он хорошо обучен, он пришел из прекрасной профессиональной команды. То есть у него очень много плюсов. Но, как я повторяюсь, он ищет себя. Он ищет себя. И мы даем ему нашей команде попробовать найти. А Гриша ищет себя? Гриша давно себя нашел. А в плане артистизма, в плане... Давай, хорошо, нашел. Где? В чем он себя нашел? Но фигурное катание — это не самое главное в жизни. Ну, это родители нашли фигурное катание для Вот его именно. жизни. Он очень умный парень, он учится в университете, он с юмором, он трудолюбивый. А на льду, Леш, если он тебе что-то чем-то не нравится, но как бы это не его проблема. Нравится, нет. Проблема твоя уже, наверное, Да, Лешенька. мои проблемы, все мои страхи в моей голове, я знаю, я с этим борюсь. Но что поделать? Ну вот. У каждого есть слабые стороны. И, на мой взгляд, у Гриши, вот в плане артистизма, У как моих вы мальчиков пытаетесь... нет слабых сторон. Браво. Вот так, как мать защищает своих да. детей. Мои Вот самые поэтому лучшие. мы тебя и любим от всего сердца. Ты пример того, каким должен быть педагог. А кто Браво. вообще самый такой ответственный в тренировочном процессе? Кто приходит раньше всех, уходит позже всех? Я. Я хотел... А из мальчиков? Стас и Виталик. Хорошо, а из спортсменов? Ты вообще как-то аккумулируешь в своей группе именно умных людей. У меня все умные, прям умные. А я еще... У меня только такие проблески есть. Я поэтому стараюсь молчать иногда, потому что они очень все умные. И ты знаешь, что еще мне импонирует? Что
все твои спортсмены никогда не проходят ни одного турнира, чтобы мимо не проехали. Они очень дружелюбные, с большим, правда, сердцем, сейчас без какой-либо иронии и с юмором. Мне просто очень нравятся люди, которые могут превращать самое главное, все в какую-то Леш, потому что мужчина, он же вообще должен быть для меня щедрым, обязательно, с чувством юмора, обязательно. Но еще есть третье качество, которое, наверное, оно для всех подходит. Это, наверное, какое-то трудолюбие. Не обязательно работы, а трудолюбие. Какое-то фигня, какое трудолюбие. Ну, просто щедрые должны быть и с юмором. Дальше я не буду философствовать, можно? Ну, значит, это все спортсмены в вашей группе. Да. И они все щедрые, и все с юмором. И ленивые. Все-таки Ну, я бы ответственных взял- нет, да? Есть все ленивые. Я бы взял, знаешь, что немножко, чуть-чуть отщипнул. Хотя можно немножко взять, потому что этого в изобилии. Как раз про юмор, хорошее настроение, всегда про улыбки на лицах от Гриши, от Марка. И чуть-чуть бы Даньке Самсонову бы передал. Вот. Вот этого не хватает. Очень серьезный парень. Кораблик. Аксель с кораблика. Откуда у Марка вот эта Потому что мечта? он в детстве еще до шлятеров, он прыгал аксель с кораблика и с руками наверх. И сейчас, не буду говорить грубое слово, да, потому что вот я его прям вот заставляю, он на тренировке делает, ну вы же видели? Спрашивает он меня, я говорю, я видела, хотелось бы, чтобы люди еще увидели. Так же, как вращение Гриши. Да. Видели. Нет, не видел. Ты придумал это сам. Кстати, по поводу вращений. Как Все проверила, да, по 5 раз посмотрела. все Может, Потом у меня обороты? все обороты. Все будет. Ну, надеюсь, я не знаю. Будет. Мы будем вот так сидеть. Я На надеюсь. комментаторской просто сидеть и молиться Я на всех надеюсь. ребят. Свет, скажи, пожалуйста, ты когда выводишь не одного спортсмена, а многих, ну, там нужно начиная 2-3, это уже не важно, что происходит в твоей голове и в твоем сердечке? Ничего. Понимаю, первое это волнение, сопереживание, но вот понятно, мы не делим своих учеников, своих детей на любимых, нелюбимых, но вот есть ли какие-то другие состояния, не похожие, в зависимости от того, кто из твоих находится на льду? Нет, Или- я все время просто думаю, зачем мне это надо вообще? Ну, я уже взрослая женщина, у меня все хорошо в жизни. Ну, зачем вот это мне все надо? На мой взгляд, А будет... потом я понимаю, что я без этого не могу. Ты как не бы, сможешь. И все. Сама с собой поговорила, и все. Алексей, а что ты делаешь на катке у Светланы Владимировны на катке? Да, кстати, что ты подглядываешь все время за нашими тренировками? И в последнее время очень часто. Потому что с возрастом начинает стираться некоторая информация по поводу того или иного элемента. И для того, чтобы... А вы знаете, я всегда стараюсь по максимуму идти. И всегда я смотрю на самых лучших. А одни из самых лучших это в группе Молодец. Светланы Соколовской. Я Так что прихожу, ты там делаешь? Ты просто смотришь на них? катаюсь. Катаешься? Да, он катается и подглядывает. Восстанавливаешься? Ну как восстанавливаю? Было Нет, слово он- восстанавливать, Миша. Он, между прочим, очень неплохо делает определенные элементы. Шнурую ботинки. Все? Молодцы. Как ты? Отличаются ли уже тебя... Не, правда, мы еще до сих пор в эфире. Да? Но вот как люди, которые прошли уже, ну, правда, очень многое и в мире спорта в том Не числе. знаю, я такой вот человек счастливый. Мне так приятно, что вот ребята со мной здесь. Я вообще мальчиков люблю. Ну, Это вот, хорошо. и, да. И я часто вспоминаю, как бы, и вот у меня очень хорошая память, да, Миш? Да, мы вчера только это обсуждали. Да, я повторю прям в эфире. Вот жду, Мишка должен к нам приехать. Я поделиться. постараюсь. Нет, серьезно, правда, как только освободится время, сразу же. Как после только Нового я года- уйду, Занятой. Да, после Да, Нового да. года я А действительно... ты из-за Леши не приходишь, потому что он там, я поняла. Леш, так а для чего, я не понял, ты собрался в Москву? Пусть это будет наш секрет. Я же не знаю у просто. нас есть некоторые Да. договоренности со Светланой Владимировной. Какие? Или... Это секрет. Это секрет. А, все. Женщина должна Да. оставаться загадкой. Конечно. А Мишку я ты-то, Миш, куда? уважаю. Что? Он пытался шутить, наверное. А. Нет, я пытался сказать, что женщина всегда должна оставаться загадкой. И сейчас для меня не удивление, что это секрет. Ну ты-то, Миш, куда? У меня Давай тоже всё. могут быть свои секреты, Я Леш. попросила не открывать тайну эту. Конечно. И он меня поддерживает. Свет, есть Есть. самые любимые чемпионаты России? Или
те турниры, даже не турниры, поскольку все-таки мы на чемпионате банальный России. вопрос, самый, как любимый, каждый любимый. Ну, Леш, нет, так не спрашивай Ну, у меня. меня есть самые запоминающиеся моменты. И они порой не являются, например, этим моментом не является, например, пьедестал Олимпийских Я не игр. помню, какой год, когда у меня Лилия Бектагирова стала первый раз третьей на чемпионате России. Это еще там, когда Ира Слуцкая каталась, Маша Бутырская. Нет, Машки не было. Ну, не помню там, кто еще был. И ей было, по-моему, 12 лет, тогда можно было выступать. Вот, наверное, это у меня был первый чемпионат России. И вот я его помню, потому что я даже не понимала, насколько это классно, что мой ребенок, мой спортсмен стал вдруг на пьедестал. Видишь? 12 Говоришь, лет. какие Вот банальные щас- вещи ты вот ты меня задаешь. спросила, я прям вспомнила. Вот. Давай вспоминай сейчас, как дела, потому что очень много слухов, домыслов и так далее. Камила Валеева и твое сотрудничество с такой талантливой спортсменкой. Как Следующий что? вопрос. Не нужны секреты Следующий вопрос. раскрываться. Следующий вопрос. Идет работа. Следующий вопрос. Хорошо. Вы меня спрашиваете, у вас, почитайте, эксперты, рядом стоящие. Я и говорю, очень много домыслов рядом, и всяких какие-то слухов. вот люди, они все знают больше, чем Камила, чем я. Вот вы там людей спрашиваете. Придет время, и все скажется. Есть экспертное мнение Чайковской, Тарасовой, Энберта, Уважаемых Леоновой, людей. Михайлова мое, Никиты. которое никого Да. уже не Все интересует. знают. А вы первый источник. Мне нечего пока сказать. Хорошо. Поэтому, хорошо, не обсуждаем, но желаем Спасибо. найти гармонию. А вы нашли уже? Ну, взаимопонимание, потому что это самое главное. Мне кажется, когда без слов порой человек понимает Мне нравится, что своего все равно на педагога. турнире появляются уже не девочки маленькие, да? Все-таки уже девчонки уже взрослые катаются. Обожаю тебя. И это очень красиво. Что уже женское катание, да, началось? Столько моментов интересных раскрыли. Ладно, нет, правда, от чистого сердца хотим пожелать, неважно как, нет, хотим, конечно, лучшего, но пусть будет то, что будет, и жизнь покажет. Правильно? Надо любить жизнь, Главное, да, чтобы, вот да. как ты и говорила, и чего ты всегда желаешь от любого мужчины, помимо вот тех прекрасных качеств, чтобы человек просто, правда, любил работать, а не просиживал свои штаны. А да. я знаю, что ты и первая приходишь, и первая уходишь. Мы это сегодня также обсудили. И пусть И я это подтвердила. Да, и пусть это продолжается всегда. Потому что, правда, без тебя фигурное катание, чуть-чуть, знаешь, как свет чуть-чуть притушить. И даже не чуть-чуть. Мы не хотим жить в сумерках. Хоть хорошее, хоть что-то про себя послушать. Правда. Светлана Соколовская. Человек, который дарит своим спортсменам не только знания. Из Норильска. Из Норильска. Горжусь своим городом. Спасибо, ребят, большое. Спасибо, Светочка, спасибо. Правда, искренне И вам желаем спасибо. удачи всем твоим спортсменам. Обожаем. Ну что ж, это была Светлана Соколовская. Конечно, мы потихонечку завершаем обсуждение тренировок мужчин. Впереди женские тренировки наших прекрасных, казалось бы, с виду слабых, но нет, там какая силища внутри. А к этим тренировкам мы вернемся чуть позже. Практически не переключаясь никуда и далеко не уходите. Через минут 15-20 вновь встретимся. Это будут наши девушки. Тренировочный процесс коротких программ.